Всем привет! Сейчас покажу самый главный минус жизни в Турции. Это пешеходные переходы и отношение к пешеходам. Пропускать пешеходов у них здесь не принято. Сейчас увидите. Подходим к пешеходному переходу. Зебра, знаки. Мы на пешеходном переходе. А машины все едут и едут. И останавливаться никто даже не думает. Да вот. Мы стоим здесь. Можно даже выйти хоть на пешеходный переход. То есть переходить надо только когда нет машин и когда тебя пропускают. Ну, пропускают здесь не часто. Вот едет машина, посмотрим. Пропустит? Нет. Ну, конечно же нет. Ну, это вот, наверное, самый главный такой недостаток. Ну и то за пару месяцев мы к нему уже привыкли. Сейчас это как-то уже не напрягает. Еще одним существенным минусом в Турции является дорогой и некачественный алкоголь. Имейте в виду. Лучше затариваться в duty free, если любите пить алкоголь на отдыхе, то в Турции это будет дороже, чем в России, и качество ниже. Вина невкусные, примерно от 40-50 лир, и плохого качества в России можно лучше найти за эти деньги. В июле и августе очень сильно жарко, свежести нет даже по вечерам. Приходится постоянно сидеть под кондиционером, либо идти в море. Вот сейчас 42 градуса, 3:30. В море хорошо, вода плюс 30, можно немного охладиться. Вот сейчас, например, середина августа, 11 часов вечера, температура воздуха спала до 32 градусов, но на улице все равно душно, особенно без ветра. С ветром еще немного ощущается свежесть, когда ветра нет, духота. Минусом жизни в Турции является отсутствие свинины. Здесь есть курица, есть индейка, есть говядина, но свинину они не едят. Ее, конечно, в крупных городах можно найти, но она будет стоить очень дорого. Имейте в виду. Еще один минус отдыха в Турции – это бычки и мелкий мусор на пляже. Пляжи красивые, но много бычков и мелкого мусора. Существенный недостаток. Хотелось бы, чтобы пляжи были идеальной чистоты, но, видимо, менталитет местных, менталитет отдыхающих не позволяет дойти до урны и выкинуть бычок туда. Еще один существенный минус жизни в Турции – то, что по ночам машины и мопеды очень громко ездят. Летом, когда окна закрыты и работает кондиционер, это не так влияет, а вот весной и осенью, когда на улице уже прохладно и хочется поспать с открытыми окнами, вот эти вот мопеды и машины очень сильно мешают спать. Причем у нас окна на 3-м этаже и не на какую-то большую улицу, но все равно их очень слышно. Местные как-то их не замечают, привыкли, наверное, но нас это реально беспокоило. Спать под такой рев достаточно проблематично. Ездят они долго, часов до 2, до 3 ночи. Причем манера езды у них жать газ на полную, всегда и везде. Поэтому просыпаешься и вздрагиваешь каждый раз, когда вот либо такой автобус пройдет, либо мопед со всей силы жмет газ. Также минусом жизни в Турции является высокая стоимость электричества, воды и интернета. Например, за воду мы в месяц платим это за холодную в среднем 45-50 лир, живя вдвоем. За электричество этот месяц был жаркий, июль, активно пользовались кондиционерами,
мы заплатили 247 лир. Соответственно, 1 киловатт стоит в районе 8 рублей в переводе на наши деньги. Поэтому недешево. Дорожное движение. Водители далеко не всегда соблюдают правила дорожного движения. В целом движение такое не сильно приятное. Местами очень даже опасное, особенно когда они ездят по серпантину. Очень много у них аварий встречается, в том числе и туристы частенько страдают, и экскурсионные туры, автобусы. Поэтому тоже недостаток существенный. Интернет также не дешевый, домашний. Мы пользуемся услугами Турктелеком. Стоимость 100 лир в месяц. Скорость плохая. До 10 мегабит даже не дотягивает. На передачу скорость совсем плохая. Поэтому имейте в виду, кому нужен интернет и кто активно пользуется кондиционерами, в Турции вам будет жить немного дороже, чем в России. Пиво в Турции в целом дорогущее и не очень вкусное. То есть в отелях all-inclusive пиво гораздо лучше. Вот в магазинах просто бутылочное, баночное, оно невкусное и стоит самое дешевое. Бутылка, например, 13,75, то есть это в районе 120 рублей, но качество ужасное. Российское пиво там рублей за 70 лучше, чем вот это за 13,75. Есть какие-то банки по 11,50, но их я даже боюсь попробовать, потому что пиво разное пробовал, все оно не очень. Ну а в остальном здесь красота, пальмы, цветы, тепло, хорошо. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пока-пока.